Всем привет! Сегодня мы поговорим о новой игре, к сожалению, доступной только в демо-версии на данный момент. Игре под названием Half Sword. Надеюсь, что досмотрев видео до конца, ты станешь намного сильнее, чем был до этого. Ну а вы на канале Low Skill Guy. Поехали! Бой в Half Sword, поднимаешь меч и через 5 секунд валяешься в грязи. Почему? Потому что ты не знаешь, как работает бой в этой игре. Сегодня я расскажу тебе об основных механиках, фишках, о которых ты, возможно, не знал. Ну и, конечно же, мы подробно разберем причины, по которым у тебя не получается повалить соперника на землю. Почему щит это хорошо, когда нужно наносить удар, когда лучше подождать, и как побеждать умом, а не кнопками. Half Sword это не про бездумный спам левой кнопкой мыши. В этой игре побеждать будет не тот, кто быстрее кликает, а тот, кто контролирует движение тела и равновесие. Ты управляешь не только мечом, а корпусом, руками, ногами. Иными словами, центром тяжести. Первый совет – научись двигаться. Не стой как столб. Перемещайся, атакуй в движении, парируй. Но не забывай о равновесии. А сейчас хотелось бы поговорить об атаках. Когда и как бить. Здесь нельзя просто махать мечом. Это не работает. Вернее, будет сказать, что это работает, но далеко не всегда. Запомни один важный момент. Для того, чтобы нанести хороший удар, не обязательно, слышишь? Не обязательно делать полный замах. Чем сильнее ты замахнешься, не равно эффективный удар. Эффектно, но неэффективно, не путай. В момент полного замаха ты просто-напросто будешь невероятно уязвим. У тебя возникнет резонный вопрос. Так когда мне бить? Ответ. Когда враг уязвим. Все просто. После промаха, после толчка, когда он потеряет равновесие. И еще, очень важно. Не бей, стоя на месте, используй корпус. Ты, возможно, спросишь меня, что значит используй корпус, как мне это сделать? Все до безобразия просто. В игре есть потрясающая клавиша, и имя ей Shift. Ты стоишь на изготовке, и ты понимаешь, что твой соперник ошибся. Например, он опустил свое оружие слишком низко, но противник очень хорошо защищен латным доспехом. И вот он, момент для удара. Тебе нужно очень четко попасть. Смена ведущей руки бывает крайне эффективна и полезна. А стоит всего лишь нажать клавишу И в подходящий момент. Сейчас я расскажу тебе то, о чем ты, возможно, не знал. В этой игре мне действительно очень нравится физика. Несмотря на то, что игра на данный момент доступна только в демо-версии, масштаб поражает. Все, что тебе нужно знать, так это то, что висящий за твоей спиной щит, ну и не только за спиной, будет также блокировать удары врага. Пользуйся этим. Щит это не просто блок, это оружие. Ты можешь блокировать удары щитом. Ты можешь отводить вражеские атаки в сторону, давая тебе удобную позицию для контратаки. После чего ты можешь сделать резкий выпад вперед, сбить соперника с ног, выполнить захват, ну или в конце концов просто отступить. Враг падает, ты наносишь удар. А еще ты можешь ударить щитом в голову. И да, это работает. Еще как работает. Тайминг, захваты и равновесие. Ты можешь просто подойти в упор, захватить руку, сбить меч и толкнуть врага. Он упал, ты победил. Захваты, толчки, баланс – это половина боя. Интересные же и сложные, эффективные захваты можно делать и с оружием. Давай разберем на примере с двуручным мечом. Когда у тебя в руках двуручное оружие, ты можешь взять его техникой Half Sword, что, собственно, и является названием данной игры. Если в двух словах, то это способ использования меча, где левая рука захватывает клинок ближе к середине, а не за рукоять, чтобы наносить более сильные удары или отбиваться от врага в латах. Вернемся к игре. Как можно взять меч данной техникой? При нажатии правой кнопкой мыши ваш персонаж возьмет двуручное оружие левой рукой за лезвие. Все просто. Но сейчас я покажу тебе, как это можно использовать. Если хорошо подгадать момент, то при резком сближении с соперником ты можешь одним нажатием правой кнопкой мыши выполнить захват. Сейчас на манекене я продемонстрирую, как это работает, чтобы тебе было понятнее. Далее же ты будешь ограничен только своей фантазией.
Лично мне очень нравится древковое оружие, и я очень рад, что в игре есть где разгуляться в этом плане. Алебарды, копья, молот, топоры, их тут мое почтение. Как говорил классик, крестьянин с копьем vs рыцарь 1-0. Надеюсь, что, объяснять в чью пользу не стоит. Копьем можно и красиво уколоть. Ну и забить бедолагу как палкой, благо, что у тебя после сражений с крапивой и полынью у дворе имеется еще с детства. Ну, если с ударами палкой все понятно, то вот с хорошим колющим ударом могут возникнуть некоторые вопросики. Давай объясню. Чтобы взять на изготовку копье для колющего удара, тебе нужно зажать клавишу Alt. Пока ты держишь Alt, мышкой ты можешь примерно прицелиться в то место, куда ты хочешь попасть. После этого ты зажимаешь ЛКМ. Готово. Теперь, когда враг будет уязвим для твоего проникновения, просто толкни мышку от себя, и твой персонаж сделает укольчик. Останется только откалибровать свой прицел, ну ты понял. Если ты проходишь столб и хочешь сразить барона, то во время боя нужно научиться хорошо читать игру. Важно понимать, когда у тебя шансов, совсем нет, и лучше сдаться. Для этого нужно зажать клавишу G, чтобы не отправляться в Абис. Ну, или можно притвориться, что ты сдаешься. Для этого просто отпускай клавишу G, когда шкала вот-вот заполнится. Враг иногда просто отходит от тебя, давая тебе возможность подняться. Работает не всегда, но иногда прокатывает. Также ты должен помнить о том, что не обязательно добивать противника. Достаточно просто повалить его на землю и приставить к его голове оружие. Через пару секунд оппонент капитулирует. В Абисе же сдаваться нельзя. Твоя задача собирать шмот, лупить врагов, ну и просто набирать очки. Так вот, еще один важный момент. Когда ты упал, твое оружие тоже блокирует удары. Ну, само собой, если враг к нему попадает. Щит на твоей спине, если ты лежишь лицом в пол, также блокирует все удары, которые наносят по твоей спине. Стоит еще помнить о том, что в Абисе регенерация работает. Ну, это если только от тебя руку не отделили, то не надейся, она, конечно же, не отрастет. Но если тебя ранили, ты можешь побегать какое-то время, и твое ХП восстановится. Советы, приколдесы, приколы, фишки, как хочешь называй. В общем, запоминай. Ты можешь нанести урон своей головой. Ты можешь выписывать мощнейшие вертухи, как в лучших боевиках с Брюсом Ли. Захват можно выполнить не только за руку. Оружие можно бросить во врага, и оно нанесет урон. Мало урона. И вообще, зачем тебе понадобилось кидать в кого-то канделябр? Но если серьезно, то эффективность этого практически нулевая. Но зато может быть весело. Даже когда ты ранен, или при тебе вдруг не оказалось оружия, ты все еще опасен. Помни об этом. Даже представить не можешь. Я тебе говорю, я опасен. На, падла. Назвать категорию ошибки новичков будет как-то слишком громко, поскольку игра доступна вообще, в принципе, только в демо-версии. Но, тем не менее, причины, по которым у тебя не получается легко побеждать врагов. Скорее всего, ты просто стоишь на месте, как вкопанный, машешь мечом, как будто бы пытаешься палкой победить всю крапиву на районе в своем детстве. Ты не выжидаешь подходящего момента. Ну и самое главное, ты не смотришь на противника. Не знаю, по какой причине ты этого не делаешь. Может быть, просто не хочешь, а может быть, не понимаешь, что тебе нужно там увидеть. А все, что тебе нужно увидеть, это движения. Тебе нужно уметь их читать. Как только ты увидел замах, как только ты увидел любое движение в ту или иную сторону от твоего противника, ты уже должен понимать, куда сейчас ты будешь наносить свой удар. Или с какой стороны ты будешь выполнять парирование. Если тебе зашел этот гайд, поддержи лайком и подпиской. Это помогает продвигать канал и выпускать еще больше полезных видео.
А если ты хочешь не пропускать мои стримы, обсуждать Half-Sword и первым узнавать про новые гайды, залетай в мой телеграм. Там я делаю анонсы стримов, голосовалки, делюсь фишками и общаюсь напрямую. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр и помни, в Half-Sword побеждает не сила, а тайминг, баланс и контроль.